Какое-то впечатление от этой базы? Yes. Ну вот когда сразу контраст нет-нет, а потом да. С первой фразы да, сразу тебе как-то легче становится. Yeah. Was she able to feel an experience? Yeah, she felt easier. Yeah. When she was getting it, yes. It calms us. Это успокаивает нас. Когда мы слышим «да», это успокоение дает нам. So again, I want to repeat very clearly, we can't always say yes. И я хочу еще раз подчеркнуть, что не удастся вам всегда на все соглашаться, и это было бы неправильно. But we need to find ways that we can say yes. Но нужно соглашаться всякий раз, когда это возможно. Okay. Any more feedback? One more? Еще один человек, может быть, поделится впечатлением. Yes. Мы вдруг поняли, что мы половину не слышим того, что мы говорим друг другу. То есть мы услышали что-то из середины и приблизительно из конца. Или то, что кому ближе к сердцу, что легло. То есть получается, что мы и детей также не слышим. Это очень важно. Очень важно. Это очень важный урок. Okay, well, I'm glad that you guys got some things out of this, and I hope that you will practice these, maybe even tonight, and there will be some stories tomorrow. Я надеюсь, что даже сегодня вечером кому-то из вас удастся порепетировать, и вы завтра сможете поделиться историями о том, как это сработало. Okay, so we're going to move what we just did, those experiences that we just did. We're down here developing the connection. Вот то, чем мы сейчас занимались, это установление эмоциональной связи. And now we're going to kind of move in between the two. И сейчас у нас переход между двумя этими принципами, вот такое промежуточное состояние. So these principles aren't like really clear categories. They all kind of work together. Очень сложно их отделить друг от друга. Понятно, что они друг в друга переходят в какой-то момент. But to teach them, we have to separate them out. Для того, чтобы преподавать вам, не нужно их разделить, чтобы у вас было представление о конкретных этих принципах. So this next section is going to be really between developing connection and giving support, empowering. И вот то, о чем я сейчас хочу вам рассказать, это где-то посерединке между установлением эмоциональной связи и обучением навыкам. So you should have somewhere with you this. То есть у вас есть такая картинка, должна была быть. Нет? Ольга, не было их, да? Сейчас принесут. Тогда не расстраивайтесь, сейчас их принесут. Okay, so all right, one thing before this. Тогда не расстраивайтесь, сейчас я скажу кое-что другое. Okay, so remember again, we talked about the cycle and the kids crying, and this was their voice. Помните, мы говорили о цикле привязанности, что ребенок плачет, его нужда удовлетворяется, и у него есть голос. And they have lost their voice. А наши дети, они потеряли голос. And so because of this, they use their behaviors. И когда нет голоса, остается только поведение. So if we want them to quit using their behaviors, we need to give them their voice back. И для того, чтобы дети перестали через поведение пытаться что-то получить, нужно вернуть им голос. How do we do that? Как нам вернуть ребенку голос? We're going to mention a couple of ways. То есть есть несколько способов это сделать. The first way is to literally ask them. Первый способ очень простой. Реально спросить их, задать им вопрос. When someone is misbehaving, I say stop. То есть когда кто-то себя неправильно ведет, я ему говорю: остановись. Use your words. Используй слова. Скажи мне словами. Tell me what you need. Скажи, что тебе надо. I want to help you meet your needs. Я хочу твою нужду удовлетворить. Скажи мне, что ты хочешь. And if I'm really close to them and I'm using some of these techniques we just used, и если у нас есть какой-то уровень доверия, и мы пользуемся уже какими-то техниками из тех, которые мы уже обсудили, I might say, honey, tell me what you want. И что я сделаю? Скажу: милая, скажи, что ты хочешь. Or touch them. Или прикоснуться к ним. Okay?
If you're dealing with little kids, it's very important to get on their level. Если у вас маленький ребенок, то очень важно на одном уровне, чтобы глаза находились, поэтому присядьте. If you're standing like this, they're going to feel threatened. То есть просто когда с ними разговаривать свысока, это уже их пугает. Get on their level and say, tell me what you want, what you need. То есть вы должны опуститься на их уровень и спросить, что тебе надо сейчас. Use your words. Используй слова, скажи мне словами. If you ask this to your kids, what do you want? What is your need? Use your words. What are they most likely going to say? Если вы зададите или когда вы зададите вопрос, что тебе надо, чаще всего, какой ответ мы получим? Ничего. Nothing or не знаю. Чаще всего дети скажут, я не знаю. Okay, and this is true. И это правда, они не знают. They really don't know. Они не знают, что они хотят. No one's ever asked them. Им никто никогда не задавал вопроса такого, и они поэтому не знают, что сказать. They don't think about it. Они никогда об этом не думали. Remember that they're not living in their frontal cortex. У них вообще не работает фронтальная кора головного мозга. They live out of fear and survival, and they're just reacting. Они живут в режиме выживания, поэтому у них просто реакция на происходящее есть, и все. They're not even thinking about what's going on, what do they need. Они не оценивают ни что происходит, ни какие у них есть нужды и что они хотят. So if we want our kids to use their words and tell us what is going on, they have to have words. Для того, чтобы нам дети смогли дать ответ, что им надо, чего они хотят, они должны владеть словарным запасом, у них должны быть слова эти. So one of the things that we have to do is we have to give them words, especially for their emotions. И очень важно дать им слова, особенно касающихся их эмоций. The first thing to calming yourself when you are emotional is explaining in words what is going on. То есть, когда мы расстроились и что-то выбило нас из колеи, первый шаг к успокоению, когда мы понимаем, что вообще произошло, что сейчас со мной происходит, что я чувствую. For example, if you're really angry, Например, если кто-то разозлился, and you can say, I'm angry at you, и можно сказать, я злюсь на тебя. immediately there is a calming effect. Так интересно, что вы сами внутренне успокаиваетесь, когда вы поставили себе диагноз. It doesn't change the situation or completely solve it, Ситуация не меняется, еще решения нет, but it helps. но это поможет вам. It is calming. Оно вас успокоит. We need words to express our internal reality. Нам очень важно словами обличь свое внутреннее состояние. They don't have words. А у них вот этих слов нет. And so in the harbor we put this everywhere. It's in the kitchen, it's in the toilet, it's in the rooms. И в пристани у нас вот эти картинки развешаны повсеместно. На кухне, в туалете, в ванной, в комнатах. So they can sit and just look at these. И они сидят и размышляют, рассуждают по поводу этих картинок. And there are many, many games that you can play with them to help them learn these things. И существует огромное количество игр, чтобы помочь им осознать, какие чувства они сейчас переживают. I'm going to show you a little clip. Here's a very simple thing you can do is to watch TV with the kids with sound off. Я сейчас хочу вам показать одну вещь. Это упражнение, которое очень эффективно работает с детьми. Поставить им какой-то мультик или фильм без звука, чтобы они могли просто смотреть и догадываться о том, что происходит на экране. Да, спасибо. Okay. Okay, what was that man feeling? Что человек переживал в этот момент? Этот мужчина, что он испытывает? Грусть, грустный. Okay, how do you know? А как вы знаете, что он грусть испытывает? Глаза, нос, мимика. Опущенные плечи. Yeah? All those things. То есть вы заметили все эти признаки?
Okay, you have no context. То есть у вас нет контекста, вы не знаете, про что фильм. You have no sound. У вас нет звука, чтобы догадаться, что человек говорит. And you picked exactly what's happening. И вы знаете, вы точно угадали, что он сейчас переживает. Okay, let's watch a little bit more. Вот еще чуть-чуть давайте посмотрим. What is she feeling? Что она сейчас чувствует? Растерянность, беспокойство, How do you know? А оглядывается. как вы знаете? Откуда вы догадались? По движению тела, по движению тела. Her eyes? Ее глаза. Что ее глаза передают? Беспокойство. Fear? Did you see fear? Страх. Вы увидели страх? Что ей страшно? Okay. Very simple, Очень простые вещи, but very effective. но очень эффективное упражнение. These kids are not used to paying attention to social cues. У этих детей они не умеют распознавать вот эти признаки, чувства, что человек сейчас переживает. Они вообще не умеют это делать. It's one of the reasons that they have difficulty making friendships. Именно поэтому им очень сложно устанавливать дружеские взаимоотношения. And this is a very powerful way to teach them to pay attention, to read the cues of what's going on with someone. И это один из самых важных навыков, которым вы можете научить своего ребенка. Считывать выражение лица, тело, позу человека. And you can play a game, you can pick one of these and you can say, sad. И можно играть с ними, попросить, например, смотри, грусть. And say, give me a sad face. Ну давай, сделай мне грустное лицо. And they'll give you a sad face. И они вот делают грустное лицо. And you say, okay, what is happening in the rest of your body? А вы можете спросить, а что ты чувствуешь, вот что у тебя внутри происходит? How do you feel in your chin? Что у тебя нижняя челюсть, что с ней происходит? How do you feel in your shoulders? Плечи, How do you feel in your stomach? а в животе? Okay? Because our emotions are simply bodily sensations to the things that we're perceiving in the world. Эмоции — это нечто, ощущение наше, которое происходит внутри нашего тела, и которое мы считываем как эмоцию. How we see the world and how we think about the world will determine how we feel. То, как мы видим мир, будет влиять на то, как мы себя чувствуем сейчас. And very often it's difficult for them if you say, well, how do you feel? I have no idea, I don't know. И если спросить у них, а что ты сейчас чувствуешь или как, они вообще не знают даже, как описать. And sometimes it's easier for them to pay attention to their bodies and get in touch with their feelings through their bodies. И иногда важно, чтобы они научились распознавать вот свое состояние внутреннее и таким образом понимать свои реакции, нравится им что-то или нет. And so you can play games with them to help them to understand how does every feeling, when I'm afraid, how do I feel in my body? То есть просто когда вот они испытывают страх, что происходит в теле, как я ощущаю страх? When I'm happy, how do I feel? What's happening in my jaw? Или, например, когда я радуюсь, что происходит? У меня возникает улыбка, например. I'm happy, my eyes go up. Например, мои глаза, когда я радуюсь, у меня брови поднимаются, например. I'm anxious, oh, my stomach is in knots. Когда я расстроен или я беспокоюсь, у меня, например, желудок сводит. One father I know would play a game taking his kids back and forth to school. То есть один папа, когда отводил детей, забирал их из школы, у него было такое упражнение, которое он делал с детьми. On the way home he would say, okay, I'm going to tell you a bodily sensation, you tell me one. То есть, и он говорит, хорошо, я тебе сейчас расскажу, что я ощущаю в своем теле, и ты в ответ мне расскажешь, что ты ощущаешь. It's a game. Игра такая. But you're getting them aware of their bodies so they can begin to tell you what is going on with them. Но вам очень важно начать разговор с ними, диалог, чтобы они осознавали, а что у них в теле вообще происходит, как они себя ощущают. Another thing that you can do is you catch them when they're
in a good time or a bad time. Например, вот что-то хорошее произошло или что-то плохое произошло, и вы говорите: подожди, вот застопри этот момент. And you either put a mirror up in front of them or you take them to a mirror. Если есть рядом зеркало, вы подносите к лицу, если нет, то вы подводите к зеркалу And you show them their face. и показываете им их лицо, чтобы они понимали, как у них выглядит сейчас лицо. You say, oh, look at this angry face. Посмотри, какое злое выражение лица. Or you say, oh, look at this really happy face. Смотри, а вот так вот выглядит счастливое лицо. They really don't know. They do not have a very good sense of their body. То есть они на самом деле не знают, они не понимают даже, не осознают, что происходит в их теле. Okay, was there something else? There's something else that I forgot. Oh, yeah, you can play mimic games with each other. Например, можно играть в мимические игры друг с другом. You can guess. I'm going to make a face and you guess what it is. Например, я, смотри, сейчас какое-то выражение лица тебе покажу, а ты должен догадаться, что это такое. Okay? So, again, to repeat, we want them to use their words. То есть, и самое главное, помните, они должны использовать слова. So, the first thing that we're going to do is we're going to ask them, what is it you need? Use your words. И поэтому первый же вопрос, когда они плохо себя ведут: что тебе сейчас надо? И используй слова. The second thing that we're going to do is we're going to actually teach them words Второе, это надо научить их определенным словам, so that they can give us words. чтобы они могли словами отвечать нам. And then there's three other things that we can do to help them find their voice. И еще есть 3 вещи, которые мы можем сделать, чтобы вернуть им голос. And this is on whatever this page is here. Choices, compromises. Вот. Слушайте, у меня страница 14. Выбор, компромисса и делимся властью. Выбор, компромисс и делимся властью. У меня 14 страница. Да? Она? Okay, so when we say give the kids their voice back, we mean two things. Когда мы говорим, ребенку нужно вернуть голос, мы имеем в виду 2 вещи. We mean that they actually use words. Во-первых, им нужно словами отвечать, использовать слова свои. Нет, подождите. Какая? Перед ней 13. Тут нумерация страниц как-то нарушена. Такая же табличка. Вот такая таблица. Да. Вот такая таблица. Вот так должна Она быть по идет странице. под номером 1. 1, да? Серединки 14. 13, а потом первый. А, вот так. То есть по порядку, как мы смотрели, идут треугольники и следующий разворот. Да. Да? Okay? Okay, so when we say give them their voice, we mean they actually use words. Когда мы говорим, что ребенку нужно вернуть голос, во-первых, мы имеем в виду, чтобы они научились словами облекать свои нужды и использовать слова. And it also means that they get some say in their life. А второе, мы должны вернуть им некую власть над своей жизнью. This is very, very, very important. И вот это очень важный момент. Remember we talked about the babies being born completely dependent. Помните, мы говорили, что младенец, рождаясь, полностью зависим. And we thought about ourselves when we're in that situation, when we're completely vulnerable and dependent. И если мы представим себя в ситуации абсолютной беспомощности и уязвимости, And it's a terrible feeling to not have any say in your life. это ужасное состояние, когда ты ничего не можешь изменить в своей жизни, ты не принимаешь никаких решений. Yeah. It doesn't matter how old you are. И не важно, сколько тебе сейчас лет. If you have absolutely no say in your life, you're going to be angry. Если ты ничего не можешь решить в своей жизни, первое же, что происходит, ты злишься. And so we want to be able to give our kids appropriate power, appropriate choices, appropriate say in their lives. И поэтому наша задача поделиться с ними властью, дать им некую власть в своей жизни, принимать решения. And one of the ways that we do that is give them choices. И первый способ – это давать ребенку выбор. Choices wherever we can. Выбор везде, в любой ситуации, в которой только возможно.
So for example, if you're having a meal Например, у вас обед, and you have the ability to give a choice between two vegetables, например, или на ужин, вы можете на выбор дать двое овощей, у вас два типа овощей есть. give them a choice. Дайте им выбор. If you have 6 kids, Если у вас 6 детей, you might have each child take 1 day of the week to make a menu with you. то есть вы можете каждому ребенку дать возможность выбрать и составить меню один раз в неделю. With you. Вместе с вами. Or you'll have cakes and lemonade and you need to make the То есть decision. вы должны, конечно, принимать решение, иначе у вас на завтрак, на обед, на ужин будет торт, пирожные и кока-кола. So when we're giving choices, we want to typically give our kids 2 choices. И когда мы предлагаем что-то ребенку на выбор, мы должны давать 2 выбора. Because they can't handle too many choices. То есть они не могут разобраться с большими, чем 2 варианта. Give them 2 choices. 2 варианта нужно дать на выбор. And either choice you can win with. You're okay with. И выборы, которые вы даете, оба должны быть приемлемы для вас. Они должны быть вам удобны. So you set the structure. You set the limits of what the choices are. И вы ограничиваете, вы даете некую структуру тем выборам и вариантам, из которых они выбирают. So if they're getting up in the morning and they're going to school, you might give them a choice. Do you want to wear your red t-shirt or your blue t-shirt? Например, с утра они собираются в школе, если там не школьная форма, вы можете дать ему на выбор. Ты хочешь сегодня в голубой футболке или в розовой? Anywhere that you can give them choices, give them choices. Чем чаще вы можете давать им выбор, тем лучше. When they begin to feel like they matter and they have a say in their life, I promise you correcting will be easier. Так интересно, что когда они понимают, что они могут принимать решения, что-то менять в своей жизни, и что-то их голос значит, коррекции будет намного меньше. You can also use choices when you are correcting them. Можно давать варианты, когда вы исправляете их. So you're going to the playground and it's time to leave. Например, вы на детской площадке, и вам нужно уже уходить. And your little girl throws a fit. А вы говорите своей дочке, пойдем домой, она устраивает истерику и бросается на землю. And you can get down on her level and you can say, Mealy, you have 2 choices. И вот вы на ее уровень опускаетесь и говорите, Эмилия, у тебя есть 2 варианта. You can walk beside me or I will pick you up. Ты либо сейчас встаешь и идешь со мной пешком, либо я тебя поднимаю и на руках несу домой. But it's your choice. Но это твой выбор. Ты можешь выбрать, ты идешь сама или я несу тебя. That's all. Все. Okay? It really works. И на самом деле работает. Not always, but Не всегда, often. но чаще всего работает. This is one way that they feel empowered. И для них это поддержка. Они понимают, что их голос что-то значит. Of course, very often you will say, do you want to wear the red shirt or the blue shirt? Зачастую бывает такое. Я говорю, ты голубую хочешь футболку или красную? And they say, no, I don't want to wear either. Они говорят, вообще ничего не хочу. And so then we teach them to compromise. И тогда перед вами задача научить их компромисс. Просить о компромиссном решении. We need to teach this. Научить их самой концепции компромисс. They don't know how to do this automatically. Они не знают автоматически, как это делать. They won't pick this up. Они не смогут научиться самостоятельно. We need to intentionally teach this. Нам нужно намеренно их этому учить. So, for example, you say to the little boy, do you want to wear your red t-shirt or your blue t-shirt? Например, сыну говорите, на выбор, голубая футболка, красная сегодня. No, I don't want to wear either. Он говорит, никакую не хочу. So you ask him, would you like a compromise? И тогда вы спрашиваете, а хочешь компромисс? Now, of course, the first time you ask this, you're going to have to explain what a compromise is. И когда первый раз вы будете спрашивать, конечно, нужно объяснить, что такое компромисс. Да? Say, if you want another choice, you need to ask me. И объяснять так, если ты хочешь выбрать что-то другое, ты должен мне это предложить. And so you teach them to say, Mama, I want a compromise.
И вам нужно научить их даже этой фразе. Мама, а можно компромисс? And it's so cute to hear these little 3- and 4-year-olds say, Mama, I want to compromise. Знаете, это так мило, когда ребеночек в 3-4 года пытается произнести: мама, а можно компромисс? Это прелесть. They will do this. Вы знаете, поскольку им хочется выбрать, они научатся говорить компромисс. And so you say, what would you like to compromise? И он говорит: хорошо, какое твое предложение, твой вариант? I want to wear my yellow t-shirt. А я хочу желтую сегодня, можно? Of course you can. Конечно, пожалуйста, одевай желтую. And now you've said a yes to them. И, во-первых, что происходит? Вы соглашаетесь, вы говорите им «да». You've taught them how to compromise, which is an incredibly important life skill. Вы научили их находить общий язык и договариваться, что очень необходимый навык в жизни повседневной взрослого человека. You have listened to their voice. Вы прислушались к их голосу. You're telling them, I hear you, I see you. И вы донесли две вещи: я тебя вижу и я тебя слышу. You're building all kinds of trust and connection. И у вас не только устанавливается эмоциональная связь, но и доверие с их стороны. Sometimes, when you ask if you want to wear the red shirt or the blue shirt and they say no, Иногда бывает так: я спрашиваю: хочешь розовую футболку, голубую? И ребенок говорит: нет, ничего не хочу. you say, would you like a compromise? Спрашиваете: может быть, договоримся? You need to ask me, Спроси меня, скажи словами. Mama, I want a compromise. Скажи: я хочу компромисс. And they ask, Mama, I want a compromise. И они говорят эту фразу, повторяют: мама, можно другой вариант, компромисс? What would you like to choose? И спрашиваешь: что ты хочешь? I don't want to wear anything to school. Я вообще ничего не хочу надевать в школу. Millie, I'm sorry, this time I'm going to have to say no. И ваш ответ понятен. Эмиль, прости, но я должна тебе отказать. But you still can choose the red or the blue. Но ты можешь выбрать, лишившись права выбора, теперь только красную или голубую. У тебя нет компромисса. Красная или голубая. Okay? They will begin to feel empowered. You will begin to build a lot of connection and trust. Но у вас не только устанавливается связь, но и доверие с их стороны. These are two very important ways to give them back their voice. И это один из самых сильных способов дать им голос, вернуть им голос обратно. And the last way, no. Okay. So the last thing for today, you know what? I will tell them that. Okay. Lena reminded me. It's important. Yeah, she's Простите, right. я мешаю, в ухо все время что-то No, говорю. she's right. So especially when you're dealing with younger kids, older kids, this will be, they won't like this, but younger kids, this is important. С детьми младшего возраста вы будете договариваться не так, как с детьми взрослого возраста. И с детьми младшего возраста у меня есть одно предложение для вас. When you do give them choices, it's important to show them the 2 fingers. Actually show them. То есть, когда вы даете им выбор, нужно показать им реально 2 пальца. Выбирай, вот этот или этот. It's just important for them to have a visual. Для них очень важно картинку иметь. Они визуально думают. You need to be careful with the teenagers. С подростками поосторожнее. They might grab your fingers. Они могут вам пальцы отломать-то. Okay, so the last thing, И последнее. a way to give them back their voice. Еще один способ вернуть ребенку голос. And this is a term that we call life scripts. И это называется фразы установки. And these are simply short phrases that have a lot of meaning. Это небольшие фразы, выражения, выражающие ценности ваши. These phrases honor our relationships and the values that we want to have in our organizations. И в этих фразах вы наполняете их смыслом ваших ценностей, то, во что вы верите, ваши убеждения. These phrases are used to teach the skills that we want to teach the kids. И они nацелены на те навыки, которые мы хотим, чтобы дети овладели. For example, one phrase that everyone uses is with respect. Например, одна очень распространенная фраза «скажи с уважением». So I tell my kids, even when they were growing up,
you can tell me anything that you want to tell me with respect. И когда я, например, воспитывала своих детей, одна из вещей, о которых мы с ними договорились, что они могут сказать мне все, что угодно, но они должны сделать это с уважением, уважительно. So my youngest daughter is 21, Моей младшей дочери 21 год, and she's a little bit sassy. она немножко такая привередливая. And even a couple weeks ago, we were having a conversation, and she said something to me with a little bit of an attitude. Ну, и она со мной разговаривает очень пренебрежительно. И вот пару недель назад мы с ней разговариваем, и она так пренебрежительно что-то на мне кинула. And I looked at her, Я так на нее посмотрела внимательно. and she knew even by my look what I was going to say, И она вообще по выражению глаз догадалась, что я хотела сказать. because we say this all the time. Потому что это фраза, которую мы постоянно напоминаем. So I looked at her, Я так смотрю на нее внимательно. and she kind of smiled. Она так улыбается в ответ. I said, how about you try that again with respect? Я говорю, давай вот то же самое, только с уважением. She went. She was thinking about it. И она решила подумать, как бы это сделать. I just waited, И я так подождала, because she knew I wouldn't respond to her unless she would speak to me with respect. и она знала, что я все равно не отреагирую на ее фразу, пока она не скажет ее с уважением. And so she said it to me with respect. И она повторила свой вопрос и свой комментарий с уважением. She said, I won't tell you what else she says. She's funny. Она очень смешная, даже не буду вам говорить, что она мне говорит. Well, she said, Mama, I'm giving you practice for your seminars. Она говорит, ну что, я решила, чтобы ты попрактиковалась перед семинаром, вдруг So these life scripts, these are things, these are qualities and values that we want to create in our families or organizations. И фразы, установки должны отражать те ценности, которым мы хотим научить своих детей, и навыки, которыми мы хотим, чтобы они овладели. So you shouldn't have more than 5 Не стоит иметь больше, чем 5 вот таких фраз, установок. at any one time. Ну, в какой-то момент времени, когда вы учите ребенка чему-то. Because again, they can't handle a lot of information. Потому что они плохо усваивают и запоминают информацию. And so these are phrases that you'll want to create the values or to address specific behavior you want to change. И они должны отражать либо то поведение, которое вы хотите изменить, или какую-то ценность, которую вы хотите их научить. So on the bottom of this page, there's a Вот list такая of страничка у вас есть. suggestions. И там есть примеры, образцы. With respect, Например, с уважением. gentle Это and следующая kind, страница должна быть. Да-да-да. Мягко и нежно. cooperate and compromise, Давай договоримся. consequences. Последствия. So again, that's one word. То есть это одно слово, последствия. But you unpack that with them. So when you say this, they know what you mean. Но вы, когда будете вводить это слово, вы должны объяснить, что вы имеете в виду. Какое наполнение это слово имеет. And you can read the other ones. No hurts. Например, без боли. Okay? That's very important, right? For any family, for any group. We're not going to have any hurts. И это очень важно для любой группы, для любой семьи делать это безболезненно. Okay? And that means physical or emotional. И мы должны объяснить детям, что боль бывает как физическая, так и эмоциональная. I want to return just a little bit to with respect. И возвращаясь к этой фразе с уважением. When we talk about with respect, we're talking about the way that they treat us. И когда мы говорим с уважением, мы хотим оценить то, как они разговаривают с нами, How they treat others. как они обращаются с окружающими, How they treat others' things. как они относятся к собственности других людей, How they treat facilities. как они относятся к помещениям, в котором вы находитесь. So this is a little phrase that we can use in a lot of different contexts. И одну эту фразу можно в огромном количестве контекстов использовать. A phrase that I think is very important, at least for me, is accepting no. Одна из фраз, которая для меня очень важна, прими отказ. I changed it a little bit to say no does not mean death. Я изменила, в моей семье говорили, нет, это еще не смерть.
Because they always accept no as if it's the end of the world. Потому что им кажется, что нет, это конец света. И поэтому я говорю, да нет, это не конец света. It's only no. Это просто нет. And so this is a phrase that we use to begin to teach them how to properly act in relationships and in a society. С помощью этих фраз и установок мы учим их, как им общаться с другими людьми и жить в социуме. And when they begin to learn these phrases, they will use them with each other. И так интересно, что когда они овладевают этими фразами, они друг с другом начинают использовать их. And they can begin to use these phrases with you in compromises. Они могут использовать эти фразы, когда они пытаются предложить вам свой вариант и компромиссное решение. So these phrases are an important part of both connecting with them, giving them their voice back, and also empowering them. И эти фразы, установки можно использовать как и для установления эмоциональной связи, так и на уровне поддержки, когда они изучают новые навыки, овладевают. Okay. So what I want to ask you to do right now, it's like 5 till 4. Сейчас у нас без 5-4. And so I want to ask you to break up into your groups, or if you're just on your own, join a group. Я хочу, чтобы вы либо разбились на те группы, вот, в которых вы сидите. Если вы пришли в одиночку, присоединитесь к любой группе. And this will be the last activity that we do for today. We'll end a little bit early. То есть это будет последнее, что мы сегодня сделаем, мы чуть пораньше закончим. Okay? So let's take 15 minutes. I want you to really think about these. Я хочу, чтобы вы придумали свои фразы, установки для своей организации, например, или для своей семьи. Okay, and I'm going to give one warning that I need to give especially in Russia. 15 минут мы этим займемся, и я хочу слово предупреждения сказать, причем мне только в России приходится об этом предупреждать. Yep. Because Russians have Pushkin and Dostoevsky. Потому что у вас есть такие авторы чудесные, как Пушкин и Достоевский. You have a very rich language. У вас такой огромный словарный запас. Длинные предложения. And the first time that I did this in Russia, И первый раз, когда я проводила семинар в России, and we came back together, и когда мы собрались, and I asked everybody, okay, let's share the scripts that we came up with. и я предложила поделиться, какие фразы установки вы придумали. And this group stood up, И вот одна группа встает, and their first script was from Dostoevsky. When you do this, и вот это была просто фраза абзаца Достоевского. Когда делаешь так, ну нельзя вот так-то, а вот это вот плохо, а это не соответствует. Да. Yes. No, we don't need Pushkin and Dostoevsky here right now. То есть у нас лаконичность, да, сестра таланта. These are very, very короткие. Очень короткие, пожалуйста. So that you can use them very quickly. Чтобы они быстро вам на память приходили, и дети быстро их запомнили. 3-4 words at most. То есть 4 слова максимум. So I want you to really think about these so you can go home with something very practical in your organization to У use. вас сейчас есть возможность разработать свои собственные фразы, установки. То, с чем вы придете сегодня домой в семью и сможете уже применить. Что завтра на работе кто-то сможет применить. Okay, so let's take 15 minutes to Давайте do this. 15 минут я отвожу сейчас вам подумать над фразами, установками. Если нет мамы, то правда. There are many ones. Here is one, here is one, and here is one. Oh my goodness. So it's like this page numbering, yeah. No, and here is Она тоже списала. Давай. Чем быстрее Не надо быстро. давай.
можно, да. Это приглашение к диалогу. Это будет очень сложно. Те, которые будут работать в любой ситуации. В хорошей ситуации на самом деле отказывается делать уроки. Что можно сказать такого определяющего? Мне нравится моя любимая пословица. Чужую родственную на самом деле. Я ребенку говорю, это на самом деле выховать. Извини, вам вернуться. У меня нет права выбора. Можно присоединиться, но у нас нет права выбора. Это древнее, на самом деле, казахское слово. я училась, Ну, потому что то есть мужчина, так сказать, своей поддержкой, своей любовью, оставить то, что в нем заложено внутри. Мы же мужчины часто закрываемся некоторые способности, а вот женщина может много хавать. Это как, знаете, выковать. То есть достать то, что спрятано внутри другого человека. Он должен вершную Можно, да, выбор. Либо ты скажешь, можно дать просто важнее. Просто надо у вас есть два варианта. Мой и Вы идете сегодня или на следующей неделе? Ну, вы идете. эти красненькие. Мне так осеннее, солнышко. Любой не Держимся вместе. Еще знаешь, какой можно установку будем команду? На команду. Здорово. Да, я нет интереса. Мне там домашнее задание. Как ваша фамилия? А если я не пойду, мне домашнее задание. А когда я вам объяснила, задание, смотришь, ты делаешь. В любом случае, старшие дети включили. А вроде как сериал. Ты грустишь. Это как клетка. То же самое. Как тебе помочь? Мне кажется, это разговор уж не Спасибо.
У вас процесс. Можно не установка, а вопрос? Как тебе помочь? О, у нас такое было волшебное слово. Каждый должен быть своим То есть почему не научно сидеть, почему-то жили уже его, да? В этот момент вам нужно напомнить с уважением, да? То есть или мы научили какой-то идеи, да, мы делаем все движение. И вот, например, там, ну вот, например, ты сидишь за столом, что ты детей выходишь из стола, и ты говоришь, а не сделаешь все вместе. Да, я говорю, Нет, на другие давай пока поиграем. Ты понимаешь, для чего это нужно? Который может, например, сказать, что обида, она вот дочь там тебе, а еще а вот это там, ну, что обида не Может, как-то времени будет, если, допустим, вести правила на негативные эмоции, ты можешь обижаться. Подождем, сочнее дальше. Регулируешь. Научиться регулировать. На негативные эмоции ввести какой-то ограничитель времени. Ты можешь обижаться, у тебя есть на это время. У меня не на моменте сразу, знаете, что я последний день прям как получилось? Я думаю, чувствую, что получается. Девочка, ребенок, 9 класс, плакатчик, я не знаю, как себя мотивировать вообще. Не хочется говорить комментарий, тройки не устраивает, что ли, я уже не знаю, неинтересно, все устал, смотри, человек, не занимающийся спортом, видишь, комплекты все, ближе. Симпатично, нравится, да, хорошо. Рядом стал с этими фигурами, посмотри, вот эта мышца, вот такой надо упражнение, понятно? Вот эта мышца, вот такое надо упражнение, понятно? Понятно. Чтобы у тебя там развивалась память, нужно физику. А чтобы логическая жизнь, нужно математику. То есть ты, занимаясь предметом, формой, ничем разным, занимаешься физикой, как ты развиваться. В своей ситуации можно в сторону. Потому что здесь жизнь ценности, а здесь мы говорим об эмоциях. Это не нужно тем. То есть установочная фраза должна быть говорить на то, что это ценность семьи, которому ты обязан следовать. Ценность. Выучить урок или там что-то, это на самом деле не ценность. А если ценности, где-то если ты понимаешь, что
Да, чем весь основная, да, надо пойти просто ценности. Да, вот я про да. Если она обиделась, да, промолчали, Если я просто не должны в этом ценности семьи не что значит сразу? В какой семье ценно горшки? Бодрая. Я не знала, что можно делать. Что мы должны Мне сказали. Меня уважаешь? Чем не уважаешь? не игнорировать, что не отворачиваться, какой который в жизни помогает. Из того случая, если потом Нет, про что ты? Понимаешь, И когда мне достаточно, Не выпустят. Давайте самый чтобы ее потом скорректировать. Будет жизнь установка. А мы никогда не сдаемся. Я каждый день хожу с работы, и каждый муж, ребенок, что ты сделал сегодня хорошего. То есть у меня ребенок, я муж у меня, я довез сотрудника до... И это каждый день. Для них я еду в Москву, а башка. Вот он пульт личности. Я была в шоке. Я то, чем Плюс простой. Боже мой, я понимаю, что вот это надо. Кстати, вот если мы знаете, мы сегодня задумали, будем учиться. Простите, пожалуйста. Я прямо То, что ты когда прогнозируешь ситуацию, либо она будет конфликтной, то есть ты понимаешь, что тебе в гости, это вы прогнозируешь эту ситуацию и делаешь так, чтобы она не произошла. То есть ты их Нет, ну здесь очень много уметь принимать мнение, используя свои слова. ты их все сделал, поэтому они к тебе уже не придут. Тебе не доставят дискомфорт. Неприятно там, да, не неприятно, когда игнорируют. Не отворачиваться.
Нет, а как научить детей уважению? Вы же сам говорили, какой вот главной установкой учить детей уважению? Давайте поговорим. Нет, какую установку мы сейчас работаем насчет установок. Понятно, что можно учить уважению личным примером, фильмами, героями, сказками, примерами, примерами. Меня больше смущает мультик. Ну появляй ваши. Девочки, И монстры, понимаете, они там какие-то есть добрые или зомби, да, потом они идут неформальным движением. что она герой. Вообще, я тоже смотрю, куда здесь у нас внутрь. С чем? Она через несколько кварталов. Четвертый класс. Это минутное предупреждение. Правильно, вы знаете, какие существа? Вот из тебя или Слушай, а Русь, детей.